Здравствуйте! В последние годы в основном Meizu радовали своими портативными ЦАПа-усилителями, крайне бюджетными и хорошими по своему звучанию. И когда узнал, что их дочерняя компания M-Blue выпустила True Wireless наушники, были определенные надежды, потому что при своей стоимости, а Meizu M-Blue Plus стоит 125 белорусских рублей, уже есть некоторое ожидание как по качеству исполнения, так и по качеству звучания. Насколько это оправдалось, естественно, расскажу в этом видео впечатлений. Итак, по своему кейсу он достаточно большой, то есть спрятать его в кулаке проблематично, но и назвать его монструозно огромным сложно. Отпечатки пальцев он не собирает, потому что это матовая поверхность. Цвет выбран приятно белый, ближе такой к молочному. По визуальным ощущениям это что-то относительно дорогое. Доставать наушники из него очень легко, потому что ножки хорошо выделяются на фоне самого кейса, и вставлять их также легко, перепутать местами проблематично. Естественно, используется разъем USB Type-C для зарядки, и сами наушники по своему цвету, по восприятию очень схожи с кейсом. Единственное, что уже используются глянцевые поверхности, и по своей форме, по своей эргономике они категорически напоминают Apple AirPods Pro. По поводу посадки и в частности амбушюр, амбушюры мне понравились, они достаточно жесткие, хорошо вытянуты. То есть они могут создать хорошую пассивную звукоизоляцию, и при этом по посадке все достаточно хорошо, так как вставляются они легко, как я уже сказал, с пассивной звукоизоляцией все замечательно, и на этом этапе наушники определенно нравятся, потому что, понимаешь, пока что все нормально, смотрится хорошо, красиво, все сделано качественно, то есть Meizu в этом плане стараются. И когда переходим к звучанию, то уже возникают некоторые нюансы. Наушники стараются звучать как-то как наушники полуоткрытого типа, дать больше объема, более такую хорошую сцену. И получается это не совсем хорошо, потому что с одной стороны в наушниках есть объемность звучания. Я бы не назвал это прям широкой такой, либо же глубокой сценой, но понимаешь, что наушники не звучат как-то сжато. То есть есть какой-то воздух, присутствует какой-то объем. Но из-за этого теряется детальность. А с учетом того, что наушники относительно яркие на высоких частотах, плюс вот этой вот своей воздушностью, попыткой сделать объемное звучание, есть проблемы с контролем на высоких частотах. Там не настолько все хорошо, как хотелось бы. И тем более наушники тяготеют к достаточно высокой громкости, то есть если слушать их просто на громкости в 30, 40, 50%, то они звучат достаточно скучно, то есть те же панчи атаки недостаточно яркие, недостаточно выразительные, то есть хочется какой-то больше энергичности, больше агрессивности, и наушники могут дать эту агрессивность, если вы выведете громкость на уровень приблизительно 80-90%, а это уже достаточно высокая громкость, которую захочется включать только где-то на улице, либо же в шумном помещении, когда шумы будут пытаться проникнуть вам в уши. И тогда мы получаем уже такое яркое, хорошее и точно так же объемное звучание, но уже с достаточной яркостью, то есть с достаточно быстрым басом, с быстрыми высокими частотами, с приятной отработкой инструментальных инструментов. Но этой магии на той громкости, которую вы будете слушать, в основном, к сожалению, нет. Поэтому, возможно, это моя вина, моя ошибка, то, что я ожидал что-то от производителя, просто создав какие-то иллюзии, связанные с брендом. Но если уже отойти от бренда, кто вообще делал их, просто взять наушники и их оценку, то когда существуют те же Halo W1, которые значительно более сбалансированные, которые могут давать хорошие проработку как низких, так и высоких частот на любой громкости, естественно, M-Blue уже смотрится не настолько интересно и не настолько оправданно. Тем более, что Meizu достаточно давно не делала наушники, то есть были те же EP52, которые в свое время стали просто хитом, но времени прошло много, появились другие игроки, которые делают хорошо, делают качественно и приблизительно в
том же сегменте. То есть, если бы сравнивал сейчас с теми же топами от КЗ, то было бы сравнение еще более печальное. Ну и одновременно с тем я понимаю, что это нормальные устройства, которые не ощущаются как какой-то китайский самопал, они выполнены качественно, сделаны хорошо, хорошая посадка, хорошее удобство при использовании, а звучание все-таки это очень такая субъективная вещь, каждый воспринимает ее по-своему, в принципе, поэтому обзоры не снимаю на аудиотехнику, лишь высказываю свои впечатления о звучании, свое мнение. Если ваше мнение отличается, есть что сказать по поводу данных наушников, а опять-таки хотелось бы еще уточнить, что именно про Meizu M-Blue Blues, то есть не версию Plus. С ней все значительно лучше. Хотел изначально снять одно видео на две модели, но так как они очень сильно отличаются по своему восприятию, то решил разделить их на два видео. Поэтому, если есть что сказать по поводу наушников, пишите об этом в комментариях. Если они вас заинтересовали, то по ссылке в описании сможете найти. И на этом все. Большое спасибо вам за просмотр. Мира и здоровья. До скорых встреч.